что наш гость, что Олег Германович скажет по поводу прекрасного, на мой взгляд, и фильма Андрея Арсеньевича Тарковского. Ну, даже, можно сказать, полной версии, потому что она уже сейчас доступна. Ты имеешь в виду «Страсти по Андрею»? Она в совпрокате, в тяжелом назывался Андрей Рублев, как мы помним. Известна фраза Тарковского, что для него Рублев в какой-то степени это закавычено пустое место. И это фильм о таланте, о развитии таланта и дара Божьего вообще. Но такое впечатление, когда смотришь картину, а мы ее помним достаточно хорошо, я ее пересматриваю, это действительно, на мой взгляд, уникальное совершенно кинопроизведение. Мне кажется, что это такой байопик, как сказали. Ну, по сути дела, это байопик и есть. Что как будто бы вот это тоже, вот то, что Солоницын, я имею в виду в роли Рублева, показывает, то, что Гринько в роли Грека показывает, то, что происходит на экране, это было все на самом деле. То есть достоверность такова, да, художественная, что ты понимаешь просто на веру. Хотя мы-то с вами знаем, что далеко не так все было. Далеко не так все просто. Насколько я знаю, ведь Андрей Тарковский читал Осиского. И вообще там очень много западной такой традиции. Да, вы знаете, конечно, сложная... И консультант был у него Саввати. И снимался даже, не просто консультант. В эпизоде. Да, снимался. Вот, поэтому здесь, конечно, очень, как и любое явление настоящей подлинной культуры, это всегда очень сложно, многообъемно. Что отрадно, что один из авторов здравствующих, мы, как бы мы говорим, все-таки не только Тарковский, но Андрей Сергеевич. Да, Кончаловский тоже сейчас он здравствует, и он отмечает тоже эту годовщину, 30 октября. День памяти Андрея Рублева. И в прошлом году он особо эссе написал к 590-летию кончины. Он действительно очень чтит свое участие в создании этого фильма. Более того, как мы с вами знаем, сейчас проходит Римский кинофестиваль, где он представил свой фильм «Грех». И этот фильм, вы, наверное, слышали, он характеризует как сиквел Андрея Рублева. Это примечательно. Но фильм о Буонаротти, о Микеланджело, и каким образом фильм Микеланджело и Буонаротти может быть сиквелом Андрея Рублева? Сразу вопрос. Ну, тут как раз возникают такие связи интересные, которые говорят, даже, сказать, перекидываются на восприятие Андрея Рублева, потому что его впервые, когда раскрыли Андрея Рублева, это был 1904 год, артель под руководством Василия Гурьянова, и затем... Мы отмечаем в этом году столетие. Это была уже... Гурьянов еще книгу... Да, в 1919 году готовилась первая выставка реставрационная в Москве, и второй раз стали дочищать уже Троицу, голубцы, одежды и так далее. Уже мы поэтому отмечаем научную реставрацию в этом году, столетие научной реставрации Троицы Рублева. Так вот, в этом восприятии Троицы, конечно, мы должны говорить, что и сам образ, он был впервые открыт по особенному прочувствам только в начале 20 века. И здесь я бы еще привел пример Анри Матисса, который посетил в 1911 году Москву, был гоним, как мы знаем, на родине во Франции, был он гостем Сергея Щукина, и к его двоюродному, так сказать, племяннику Арстаухову пожал посмотреть его коллекцию. И ахнул. Вот нередко говорят, что Матисс нам открыл иконопись. Не наше научное открытие реставрационное 19 года, а Матисс, потому что он говорит, вы, русские, не знаете, чем владеете. Ведь эта икона, она дает исток искусству, иконописи, всему современному искусству. Наше современное искусство должно здесь искать. Он был поражен чистотой цвета и говорил, что в иконах это душа человека, нашего своего воплощения. То есть он так прочувствовал, как писал Остроухов, его нельзя было тащить ни из Третьяковки, где он не воевал Запад, ни из монастыря Троице-Сергиева, где он любовался Троицей, которая только что была раскрыта Гурьяновым в 2004 году. То есть эти краски, конечно, сразили. Но ведь восприятие, как только раскрыли Троицу Андрея Рублева, было иным. Не думали, что это не мог написать древнерусский иконописец. Как вы знаете отзывы, тот же самый Муратов, образ Италии, прочее искусствовед. Фра Анжелика. Это итальянцы, это Кватраченто. Это надо же, нашли у нас, благодаря Троице Рублева, нашли Кватраченто. А у нас такого не могли.
А у нас не могли, Рылом не вышли, да. Более того, помните, да, неоконченная песня «Механическое пианино», да? Чумазые. Играть не может. Вот, поэтому здесь это восприятие было посвящено обществу параллель. То есть не думали, что есть такой Рублев. И поэтому вот такая перекличка культурная о том, что сейчас вдруг сиквелом является фильм о Буонаротти, а мы знаем, у Буонаротти такая судьба, она не вошла сейчас в этот фильм Кончаловского, то, что папа-то хотел его похоронить в соборе Святого Петра в Ватикане, да. А выкрали. И где у нас Микеланджело захоронен? У францисканцев. Вот вам перекличка с францисканцем. Снимает Тарковский Рублева. Действительно, на столе лежит у них цветочки Франциска Осиского, поэтому и получилось в фильме несуразица расхождение в чем с житийными источниками. Получилось, что как будто на Руси в эпоху Сергия Радонежского монахи скитаются. Вот это художественная артель Андрея Рублева переходит, ищет закат, закачивает. То есть, конечно, правильно говорит Андрей Сергеевич, что сейчас фильм о монахе был сложно снять. Мы не должны забывать, что фильм о монахе. Это уже был шаг очень сильный. Почему? Потому что конечно, снять фильм было невозможно. Монахи, поэтому он лежал так долго на полке. А ведь ко времени Тарковского, съемок фильма, Рублев-то совершенно по-другому воспринимался. Кто знал, что он такой монах? Ведь считали, что он принял монашество достаточно поздно, перед смертью, после, уже как обычно. А так был светским художником. Вот раз он изображен на миниатюрах при росписи Успенского собора в Владимире 1408 года, что вот, так сказать, в летописи не говорит, что монах, значит, он не был монахом. Принял. То есть, как входишь, сразу справа страшный суд. Страшный суд. Да. Поэтому, конечно, то, что уже тот шаг, что изображен Рублев как монах, важно, безусловно, в этом фильме. Хотя Тарковский мог представить, что действительно смена, там вдруг он мог не принять не обет молчания, а принять на себя, так сказать, монашество, например, да, когда происходит. Разные могли подход. Здесь монах. То есть важно, что он изображает его. Другое дело, что вот изображен действительно не в свойственной традиции, и Тарковский отвечал на эти упреки, почему у вас не показано такая вот это подвязание о том, что мы знаем по источникам, что где там, так сказать, молитва хотя бы какая-то, если это искусство эпохи исихазма. Это, так сказать, все понятно. Поэтому есть, конечно, сложности в том, что Рублев представлен в фильме не в аутентичном, будем так говорить, традиции, как это было на самом деле открыто учеными, что это была традиция исихазма, которая и породила искусство, феномен искусства Андрея Рублева, но и в то же время оказалось, что это близко к всему миру. Это за счет этого сказать, хода, смысла сюжетного, получилось, что действительно Рублев стал восприниматься, его наследие лучше на Западе посредством той традиции, которая была присуща. Я вам даже больше скажу. Я приготовил вам сенсацию на эфир. Так. Вы готовы? Вот смотри, 3 минуты конца эфира, и тут понимаешь. Все рассчитано. Ну, искусство преодолевает все границы. Действительно, как говорят, преграды не доходят до неба. Между Западом и Востоком нет таких преград, которые доходят до неба. И, как вы знаете, в вашем покорном слуге приходилось участвовать в разработке программы «Мозаики» к 2000-летию христианства в Ватикане. Да. Вот программа как раз была разработана, эскиз был сделан. И я добился того, что туда, так сказать, среди сонма святых, которые восседают в небесном царстве, были святые Запада и Восток. И были отцы исихазма. То есть и Дионисий Ареопагит, и Григорий Палама. А венчают всю композицию Рублевская Троица. И что вы думаете? В этой Рублевской Троице была указана идентификация. То есть какой ангел кого обозначает? Центральный ангел – это «С» в нимбе, то есть спиритус санктус. Левый от зрителя ангел — это патер, отец. И правый ангел, вот в зеленом гемате перед вами, да, филиус. И вот на моем эскизе, на программе благословение папы Иоанна Павла II. Беатифицированный. То есть римский папа в сердце Ватикана воспринял всей душой и традицию исихазма, и православное почитание Троицы Андрея Рублева. Но Иоанн Павел был последовательным экуменистом, что абсолютно логично, поскольку он же как раз выступал за объединение церквей и объединение верований.
Под единые эгиды. Вспомни песню Высоцкого. И папа из наших, из славян. Абсолютно. Поэтому традиция здесь уже ему была близка восточная. Злой иронии нет. Да, абсолютно. Ну, некоторые, просто коммунизм некоторые воспринимают очень негативно в наши дни. Не зря, потому что еще будучи Войтылой, он еще не был тогда папой, он уже тогда в жестком католическом государстве польском, да, уже тогда выступал за коммунизм. Но у нас разговор не о папе Иоанне Павле, но это очень приятно, что в Ватикане есть Троица Рублева. Троица Рублева. Конечно, это такой в папской капелле, да. Знак серьезный. Вот. А сейчас что? Сейчас надо приехать на берег Яузы, зайти и посмотреть. Приехать в Третьяковку, зайти и посмотреть. Не полениться, поехать во Владимир, который вы упоминали, в Успенский собор, и зайти и посмотреть. Слава богу, убрали под стекло. Ведь помните, он же был абсолютно открыт, Рублев, до недавнего времени. Ну, там очень такие... Вот. Реставрация беспощадная, будем так говорить, была, да. Я про это и говорю. И, собственно говоря, еще где Звенигород. У нас живой... Звенигород. Естественно, в Спине-на-городке. Да. В Савино-Сторожевском нету. В Савино-Сторожевском нет, но из Звенигорода знаменитый в Третьяковке Звенигородский чин. Звенигородский чин. Но он в Третьяковке. Он в Третьяковке. Он как раз рядом строится, да, Звенигородский Спас. Тот самый, который в фильме Тарковского Андрея Рублева. Да. И вообще, мои дорогие, вспомните, что среди великих русских был гениальный Андрей Рублев. Спасибо большое, Олег Георгиевич. Вам новых изысканий, сенсаций. Спасибо. Это были действующие пока. О главных событиях от действующих лиц. Слушайте по будням в это же время.